привет. Друзья, всем привет! Мы с вами в Санкт-Петербурге, в Павловском парке. Напротив прекрасный, вполне себе дачный вид. И я продолжаю серию книг и внеклассных чтений. Мы продолжаем с вами читать Антона Павловича Чехова и его «Дачное удовольствие». Сегодня у нас рассказ «Дачники». Так что присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему. И оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась. Вероятно, ей было завидно и завидно, и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени и черемухи. Где-то по ту сторону рельсов кричал карастель. «Как хорошо, Саша! Как хорошо!» — говорила жена. «Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково глядит этот лесок, как милы эти солидные, молчаливые телефонные столбы. Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что где-то там есть люди, цивилизация. Разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?» «Да, какие у тебя, однако, руки горячие. Это от того, что ты волнуешься. Варя, а что у нас сегодня к ужину готовили? Окрошку и цыпленка. Цыпленка нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык». Луна точно табаку понюхала. Спряталась за облако. Людское счастье напоминало ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами. «Поезд идет», — сказала Варя. «Как хорошо!» Вдали показалось 3 огненных глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни. «Проводим поезд и пойдем домой», — сказал Саша и зевнул. «Хорошо нам с тобой живется, Варя. Ой, как хорошо. Просто невероятно». Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи. «Ах! Ах!» — послышалось из одного вагона. «Варя с мужем вышла нас встретить. Вот они, Варя, Варенька, Варечка! Ах!» Из вагона выскочило 2 девочки и повисли на шее у Вари. За ними показалась полная пожилая дама и высокий, тощий господин с седыми бочками. Потом 2 гимназиста, навьюченные багажом. За гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка. А вот и мы, дружок!» — начал господин с бочками, пожимая Сашину руку. «Чай дождался, небось бронил дядю за то, что не едет. Коля, Костя, Нина, Фифа, дети, целуйте кузена Сашу, все к тебе, всем выводкам. Ну, на недельки 3 на 4, надеюсь, не стесним. Ты, пожалуйста, без церемоний». Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина. Он и жена отдают гостям свои 3 комнаты. Подушки, одеяло, балык, сардины, окрошка съедаются в 1 секунду. Кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят. Тетушка целые дни толкует о своей болезни, солитер и боль под ложечкой. И о том, что она уроженная баронесса фон Финтих. И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал ей: «Это они к тебе приехали. Черт бы их побрал». «Нет, к тебе», — отвечала она, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. «Это не мои, а твои родственники». И, обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой: «Милости просим, милости просим». Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась. Казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся.
чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение: «Милости просим, дорогие гости». Хочется сказать вот что. Во-первых, жиза, а во-вторых, друзья, перед тем, как приехать в гости, напишите смс-ку или направьте телеграмму. А так, мы очень и очень любим вас, дорогие гости. Следующий рассказ называется «Воспоминания идеалиста». Я уверен, это рассказ, который тоже Антон Павлович писал явно из ситуации, которая произошла с ним самим. Вы сейчас услышите этот рассказ и поймете, о чем я говорю. Ну а пока что воспоминания идеалиста. 10 мая взял я отпуск на 28 дней. Выпросил у нашего казначея 100 рублей вперед и порешил во что бы то ни стало пожить. Пожить во всю Ивановскую. Так что потом в течение 10 лет жить одним только воспоминаниями. И вы знаете, что значит пожить в лучшем смысле этого слова? Это не значит отправиться в летний театр на оперетку, съесть ужин и к утру вернуться домой на веселе. Это не значит отправиться на выставку, а оттуда на скачки и повертеть там кошельком около тотализатора. Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черемухи, где, лаская ваш взор своей нежной белизной и блеском алмазных росинок, наперегонку цветут ландыши и ночные красавицы. Там, на просторе, под голубым сводом, в виду зеленого леса и воркующих ручьев, в обществе птиц и зеленых жуков, вы поймете, что такое жизнь. Прибавьте к этому 2-3 встречи с широкополой шляпой, быстрыми глазками и белым фарточком. Признаюсь, обо всем этом я мечтал, когда с отпуском в кармане, обласканный щедротами казначея, перебирался на дачу. Дачу я нанял по совету одного приятеля, у Софьи Павловны Книгиной, отдававшей у себя на даче лишнюю комнату со столом, мебелью и прочими удобствами. Наем дачи совершился скорее, чем я мог подумать. Приехав в перерву и отыскав дачу Книгиной, я зашел, помню, на террасу и сконфузился. Терраска была уютная, мила и восхитительна, но еще милее, позвольте мне так выразиться, уютнее была молодая полная дамочка, сидевшая за столом на террасе и пившая чай. Она прищурила на меня глазки. «Что вам угодно?» «Извините, пожалуйста», — начал я. Я, вероятно, не туда попал. Мне нужна дача Книгиной». «Я Книгина и есть. Что вам угодно?» Я потерялся. Под квартирными и дачными хозяйками привык я разуметь особ пожилых, ревматических, пахнущих кофейной гущей, но тут, спасите нас, о херувимы, как сказал Гамлет, сидела чудесная, великолепная, изумительная, очаровательная особа. Я, заикаясь, объяснил, что мне нужно. «Ах, очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Мне ваш друг писал уже. Не хотите ли чаю? Вам со сливками или лимоном?» Есть порода женщин, чаще всего блондинок, с которыми достаточно посидеть 2-3 минутки, чтобы вы почувствовали себя как дома, словно вы давным-давно знакомы. Такой именно была Софья Павловна. Выпивая первый стакан, я уже знал, что она не замужем и живет на проценты с капитала, и ждет к себе в гости тетю. Я знал причины, какие побудили Софью Павловну отдать одну комнату в наймы. Во-первых, платить 120 рублей за дачу для одной, тяжело. И, во-вторых, как-то жутко. Вдруг вор заберется ночью или днем войдет страшный мужик.
И ничего нет предосудительного, если в угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама или мужчина. Но мужчина лучше, вздохнула хозяйка, слизывая варенье с ложечки. С мужчиной меньше хлопот и не так страшно. Одним словом, через какой-нибудь час я и Софья Павловна были уже друзьями. Ах да, вспомнил я, прощаясь с ней. Обо всем поговорили, а о главном ни слова. Сколько же вы с меня возьмете? Жить я буду у вас только 28 дней. Обед, конечно, чай и прочее. Ой. Ну, нашли о чем говорить. Ну, сколько можете, столько и дайте. Я ведь не из расчета отдаю комнату, а так, чтоб людней было. Ну, 25 рублей можете дать? Я, конечно, согласился, и дачная жизнь моя началась. Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, ночь на ночь. И сколько прелести в этом однообразии. Какие дни, какие ночи. Читатель, ой, читатель. Я в восторге. Позвольте мне вас обнять. Утром я просыпался и, немало не думая о службе, пил чай со сливками. В 11 шел к хозяйке поздравить ее с добрым утром и пил у нее кофе с жирными топлеными сливками. В 2 часа обед. Ну что за обед? Представьте себе, что вы, голодный как собака, садитесь за стол, хватаете большую рюмку листовки и закусываете горящей солониной с хреном. Затем представьте себе окрошку или зеленые щи со сметаной и так далее, и так далее, и тому подобное. Ой, после обеда безмятежное лежание, чтение романа, ежеминутное вскакивание, так как хозяйка то и дело мелькает около двери и «Лежите, лежите!» Потом купание. Вечером до глубокой ночи прогулка с Софьей Павловной. Представьте себе, что в вечерний час, когда все спит, кроме соловья да изредка вскрикивающей цапли, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далекого поезда, вы гуляете в роще или по насыпи железной дороги с полной блондиночкой, которая кокетливо пожимается от вечерней прохлады и то и дело поворачивает к вам бледное от луны личико. Ужасно хорошо. Не прошло и недели, как случилось то, чего вы давно уже ждете от меня, читатель, и без чего не обходится ни один порядочный рассказ. Я не устоял. Я не устоял. Мои объяснения Софья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно, словно давно уже ждала их и только сделала милую гримаску губами, как бы желая сказать: «И о чем тут долго говорить? Не понимаю». 28 дней промелькнули как одна секунда. Когда кончился срок моего отпуска, я, тоскующий, неудовлетворенный, прощался с дачей и с Соней. Хозяйка, когда я укладывал чемодан, сидела на диване и утирала глазки. Я сам, едва не плача, утешил ее, обещая наведываться к ней на дачу по праздникам и бывать у нее зимой в Москве. «Ах, когда же мы, душа моя, с тобой посчитаемся?» — вспомнил я. «Сколько с меня следует?» «Когда-нибудь после», — проговорил мой предмет, всхлипывая. «Зачем после? Дружба дружбой, а деньги врозь», — говорит пословица. «И к тому же я нисколько не желаю жить на твой счет. Не ломайся же, Соня. Сколько тебе?» «Там пустяки какие-то», — проговорила хозяйка, всхлипывая и выдвигая из стола ящичек. «Мог бы и после заплатить». Соня порылась в ящике, достала оттуда бумажку и подала ее мне. «Это счет?» — спросил я. «Ну вот и отлично, вот и отлично». Я надел очки, расквитаемся и ладно. Я пробежал счет. Итого... Постой. Что же это? Да это не то, Сонь. Здесь итого 212 рублей 44 копейки. Да это не мой счет. Твой, Дудочка. Ты погляди. Но откуда же столько? За дачу и стол 25 рублей.
я согласен. За прислугу 3 рубля. Ну пусть. Но остальное... Я не понимаю, Дудочка, сказала протяжно хозяйка, взглянув на меня удивленно с заплаканными глазами. Неужели ты мне не веришь? Сочти в таком же случае. Листовку ты пил. Не могла же я тебе подавать к столу водки на ту же цену. Сливки к чаю и кофе. Потом клубника, огурцы, вишни. Насчет кофе тоже. Ведь ты не договаривался пить его, а пил каждый день. Впрочем, все это такие пустяки, что я, изволь, могу сбросить тебе 12 рублей. Пусть остается только 200. Но тут поставлено 75 рублей и не обозначено за что. За что это? Как за что? Вот мило. Я посмотрел ей в личико. Оно глядело так искренне, ясно и удивленно, что язык мой уже не мог выговорить ни одного слова. Я дал Соне 100 рублей и вексель на столько же, взвалил на плечи чемодан и пошел на вокзал. Нет ли, господа, у кого-нибудь взаймы 100 рублей, а? Вот такие вот, друзья, дачные удовольствия. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И читайте хорошую литературу. До встречи.